Всем привет! Сегодня приготовим меню на день рождения из 8 блюд. Так как сейчас лето, то будет много рецептов с овощами. Первым приготовим торт, так как его можно приготовить за день до торжества. Он яркий, вкусный и совсем несложный в приготовлении. Такой торт понравится и взрослым, и детям. Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 150 грамм сахара. Добавляем щепотку соли. Все взбиваем до однородности примерно 2 минуты. Плотная пена в этом рецепте не нужна, достаточно просто хорошо перемешать ингредиенты. В эту массу наливаем 120 мл молока комнатной температуры. Немного перемешиваем. Наливаем 60 грамм растительного масла без запаха. Опять перемешиваем. В сито насыпаем 150 грамм муки и 40 грамм какао. Просеиваем все через сито сразу в тесто. Сначала просеиваем примерно половину муки с какао. И сюда же насыпаем 4 грамма пищевой соды. Перемешиваем. Просеиваем остальную часть сухой смеси. Снова перемешиваем. В перемешанное тесто наливаем 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. В самом конце наливаем в тесто 100 мл кипятка. И опять перемешиваем. Тесто получается жидким. В форму, застеленную пергаментной бумагой, выливаем все тесто. Форма должна быть такая, чтобы жидкое тесто через нее не выливалось. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем примерно 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухая. Готовый бисквит оставляем остывать. Уже остывший бисквит достаем из формы. Разрезаем его на 2 примерно одинаковые части. В мисочку насыпаем 1 пачку желе и наливаем 400 мл горячей воды. Все перемешиваем до полного растворения желатина. У меня желе рассчитано на 500 мл воды, но я количество воды специально уменьшила на 100 мл. Это делается для того, чтобы желе вышло более плотным. Для торта я развела 3 желе – клубничное, ананасовое и желе со вкусом крыжовника. Каждое желе наливаем в отдельную плоскую емкость и оставляем сначала остывать при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник, чтобы оно полностью застыло. Когда желе застыло и бисквит остыл, собираем торт. В мисочку насыпаем 20 грамм желатина. Я использую быстрорастворимый желатин. Наливаем 120 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем. Оставляем набухать на 10-15 минут. Берем 500 мл сметаны и насыпаем в нее 3 столовых ложки сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Сметану нужно выставить из холодильника за 15-20 минут до приготовления, чтобы она немного согрелась. Набухший желатин растапливаем в микроволновке. Для этого нагреваем его по 10 секунд в 3-4 подхода. После каждого раза перемешиваем. Желатин нужно нагреть примерно до 60 градусов. В нагретый желатин наливаем 2-3 столовых ложки сметаны и перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между желатином и сметаной, что предотвратит образование комочков в сметане. Затем всю эту смесь выливаем в сметану и перемешиваем. Я использую 15% сметану. По желанию сметану можно взять большей жирности или заменить ее натуральным йогуртом без добавок. Застывшее желе нарезаем на небольшие кубики. Все цвета желе соединяем в одной емкости и немного их перемешиваем. Кусочки желе перекладываем в подготовленную сметану с желатином. Все аккуратно перемешиваем.
На блюдо кладем нижний корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Все хорошо зажимаем до размера бисквита. Вместо ацетатной пленки можно использовать разрезанную пластиковую папку для бумаги. На корж выливаем приготовленную массу с кубиками желе. Если масса очень жидкая и вы боитесь, что она вытечет из формы, то оставьте ее еще на некоторое время, чтобы желатин начал немного схватываться, и уже тогда ее выливайте. Сверху разравниваем желе и накрываем вторым коржом. Форму с тортом накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт застыл, снимаем форму и убираем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Мозаика» получился очень красивым в разрезе и очень вкусным. В нем прекрасно сочетается мягкий шоколадный бисквит и сметанное желе. Готовится торт несложно, главное набраться терпения, пока он застынет. Такой торт прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Следующим приготовим быстрый салат из 3 простых ингредиентов. Он получается очень вкусным и сытным. Это отличное решение для любого случая. Лук нарезаем четвертькольцами. Так как луковица у меня большая, я буду использовать только половину луковицы. Нарезанный лук перекладываем в мисочку. Насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки винного уксуса. Его можно заменить лимонным соком, яблочным уксусом или столовым 9% уксусом. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на 5-10 минут. У перца вырезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семена. Перец нарезаем соломкой. Для салата я использую 2 перца среднего размера. Куриную печень моем и нарезаем более мелкими кусочками. На сковороду наливаем растительное масло и добавляем небольшой кусочек сливочного масла для аромата. Когда сковорода уже разогрелась, выкладываем нарезанную печень. Чтобы вода сильно не брызгала, когда выкладываете печень, ее можно обсушить бумажными полотенцами. Обжариваем на среднем огне примерно 3-4 минуты до легкой румяной корочки. Переворачиваем и еще обжариваем 3-4 минуты. В конце приготовления печень солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Готовую печень перекладываем на тарелку и оставляем остывать. Пучок петрушки измельчаем ножом. В миску кладем уже остывшую печень. Добавляем нарезанный перец. С лука сливаем жидкость, которая образовалась. Лук перекладываем в салат. Насыпаем зелень. Салат немного солим и перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом. Все перемешиваем. Готовый салат перекладываем на блюдо и подаем на стол.
Салат получился очень вкусным и ярким. Сытность салату придает куриная печень, сочность перец, а особый пикантный вкус маринованный лук. Третьим приготовим аппетитный рыбный рулет. Он выглядит эффектно, готовится просто и украсит любой стол. Берем филе пангасиуса, разрезаем его вдоль, не дорезая до конца. Должен получиться большой кусок рыбы в виде бабочки. Вес одного филе рыбы 700 грамм. Рыбу немного отбиваем молотком для мяса с одной стороны. Все солим. Посыпаем приправой для рыбы. У меня приправа без соли. Немного поливаем растительным маслом, чтобы приправы лучше проникли в мясо. Все приправы растираем руками. 200 грамм помидоров разрезаем на четвертинки. Удаляем серединку с семенами. Я использую помидоры черри, но также можно взять любые другие. Мякоть помидоров нарезаем полосками. – 120 грамм сыра нарезаем пластинками. Я использую сыр гауда. На подготовленное филе рыбы с большего края выкладываем полоску из сырных пластинок. Рядом выкладываем полоску из помидоров. Все аккуратно сворачиваем в рулет. Рыбный рулет перекладываем на фольгу. Сверху рулет посыпаем приправой для рыбы. Немного ее растираем руками. Рулет заворачиваем в фольгу. Кладем в форму для запекания. Я приготовила 2 таких рыбных рулета. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 35-45 минут. Все зависит от толщины рулета. Рулеты уже запеклись. Можно оставить так, а можно развернуть фольгу и поставить в духовку, включив верхний гриль еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Горячие испеченные рулеты вынимаем из духовки и оставляем остывать. Готовые рулеты нарезаем на порционные куски. Чтобы рулеты хорошо нарезались, их нужно после остывания поставить в холодильник на пару часов. Рыбные рулеты красиво выкладываем на блюдо. Я предварительно блюдо украсила листьями салата. Подаем на стол. Рыбные рулеты с томатами и сыром получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Это отличный вариант как для повседневного, так и праздничного меню. Следующим приготовим невероятно вкусный салат с баклажанами. Количество продуктов минимальное, а вкус просто восхитительный. У баклажанов отрезаем хвостики и нижнюю часть. Частично снимаем кожуру. По желанию ее можно оставить или снять полностью. Всего для салата понадобится 1 кг баклажанов. Баклажаны разрезаем пополам сначала поперек, а затем вдоль. Все нарезаем кусочками толщиной около 1,5 см. Нарезанные баклажаны перекладываем в миску. Все солим по вкусу. И перемешиваем.
Оставляем на 20-30 минут, чтобы баклажаны пустили сок. Прошло 20 минут. Баклажаны выкладываем на доску. Промакиваем жидкость бумажными полотенцами. Подсушенные овощи опять кладем в миску. Поливаем их растительным маслом и перемешиваем. Понадобится примерно 3-4 столовых ложки растительного масла. Подготовленные баклажаны выкладываем на сухую горячую сковороду. Растительное масло на сковороду добавлять не нужно. Обжариваем на среднем огне до легкой золотистой корочки. Когда баклажаны немного поджарились, переворачиваем их и обжариваем еще с другой стороны. Чтобы процесс шел быстрее, лучше это делать на 2 сковородах сразу. Готовые баклажаны снимаем с огня. Таким методом обжариваем все баклажаны. У перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем сначала небольшими пластинками, а затем получившиеся пластинки режем брусочками. Нижнюю и верхнюю часть перца тоже нарезаем брусочками. Большой пучок петрушки нарезаем ножом. В большую миску кладем обжаренные баклажаны, перец и петрушку. Готовим соус для салата. В мисочку наливаем 3 столовых ложки растительного масла, 3 столовых ложки соевого соуса, наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Добавляем пол чайной ложки соли. Соль добавляйте в зависимости от того, насколько соленый у вас соевый соус. Насыпаем 1 чайную ложку сахара. Ее можно заменить медом. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки, 2 чайных ложки кунжутных семечек и пол чайной ложки черного молотого перца. Сюда же выдавливаем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Все перемешиваем до полного растворения сахара и соли. Приготовленным соусом поливаем салат. Перемешиваем. Салату даем настояться 10-15 минут. Готовый салат выкладываем на блюдо и подаем на стол. Салат с баклажанами получился очень вкусным и красивым. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Такой салат можно приготовить заранее, что очень удобно. Обязательно его приготовьте и порадуйте своих родных вкусным блюдом. Пятое, приготовим быструю и оригинальную закуску всего за пару минут. Простые ингредиенты в идеальном сочетании делают ее особенно вкусной. На крупной терке трем крабовые палочки, их понадобится 100 грамм. Также сюда трем 100 грамм брынзы. Ее можно заменить другим сыром, но я очень рекомендую брать брынзу, именно она максимально идеально сочетается с помидорами. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Помидоры нарезаем кружочками. Толщина кружочков должна быть примерно 7-9 мм. Сильно тонко не нарезайте, так как будет неудобно брать закуску. На блюдо выкладываем листья салата. Сверху на зелень выкладываем кружочки помидоров. На каждый помидор кладем подготовленную начинку.
Этого количества начинки мне хватило на 14 кружочков помидоров. Для этого количества начинки я нарезала 3 помидора среднего размера. Сверху все немного посыпаем черным молотым перцем. Закуска готова, подаем ее на стол. Закуска из помидоров получилась необычайно вкусной и легкой. В ней прекрасно сочетается солоноватая брынза со сладкими томатами, а чеснок и крабовые палочки придают этой закуске неповторимый вкус. Готовится она очень просто и быстро и подходит к любому столу. Шестым приготовим салат из доступных ингредиентов, но с необычной и эффектной подачей. Он получается свежим, вкусным и очень простым в приготовлении. Лук разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Так как у меня луковица большая, я использую только половину лука. Полукольца лука выкладываем на дно блюда. Сверху лук немного посыпаем сахаром. Поливаем 1 столовой ложкой винного уксуса. Также можно использовать яблочный уксус или столовый 9% уксус. Огурцы нарезаем пластинками. Всего для салата понадобится 4-5 огурцов небольшого размера. Помидоры разрезаем пополам и вырезаем место крепления плодоножки. Половинки помидоров нарезаем пластинками. Таким методом я нарезала 3 помидора среднего размера. Сверху на лук выкладываем полосками огурцы и помидоры. Овощи кладем внахлёст друг на друга. Таким методом складываем весь салат. Нарезаем пучок укропа. Укропом посыпаем салат сверху. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 2 столовых ложки оливкового масла или любого другого растительного масла. Наливаем 1 столовую ложку винного уксуса. Насыпаем 1/3 часть чайной ложки соли. Добавляем 1 чайную ложку горчицы с зернами. И добавляем черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем ложкой до тех пор, пока соус не начнет немного густеть. Приготовленным соусом поливаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат из помидоров и огурцов получился очень красивым, вкусным и свежим. Он прекрасно подойдет к любым блюдам. С его приготовлением справится каждый. Следующим приготовим эффектное и вкусное блюдо — кабачковый торт, который всем по вкусу. Кабачки трем на крупной терке. Я использую молоденькие кабачки, поэтому тру со шкуркой. Если брать более зрелые, то шкурку желательно срезать и убрать семена. Всего понадобится 1,5 килограмма кабачков. Натертые кабачки солим примерно 2 чайными ложками соли. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы кабачки пустили сок. Готовим соус. Берем 150 грамм сливочного или творожного сыра. К нему добавляем 3-4 столовых ложки майонеза. Сюда же через пресс выдавливаем 3-4 зубчика чеснока. Кладем 1-2 чайных ложки горчицы с зернами. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Большой пучок укропа измельчаем ножом. Половину нарезанного укропа добавляем в соус. Вторая половина пойдет в кабачковые блины. Опять все перемешиваем. Соус готов. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками и перекладываем в отдельную миску. Разбиваем 4 яйца.
немного соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем муку и перемешиваем. Мне понадобилось примерно 130 грамм муки, но вы смотрите по консистенции теста. Оно должно быть относительно густым. Сюда же в тесто добавляем вторую часть нарезанного укропа и перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем кабачковое тесто и равномерно его распределяем по сковороде. Жарим блины на огне ниже среднего сначала с одной стороны до образования золотистой корочки, а потом переворачиваем на другую сторону. Блины не должны быть слишком тонкими, иначе в процессе переворачивания они могут порваться. Но и толстыми не стоит их делать, так как они не будут такими вкусными. Из этого количества теста у меня получилось 6 блинов на сковороде диаметром 24 см. Помидоры разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Для блюда понадобится 500 грамм помидоров. – 100 грамм сыра трем на крупной терке. Складываем кабачковый торт. На дно плоского блюда выкладываем первый блин. Желательно, чтобы блины уже остыли и не были горячими. Смазываем его приготовленным соусом. Выкладываем пластинки помидоров. Помидоры слегка посыпаем тертым сыром. Сверху накрываем вторым блином. Таким методом складываем весь торт, чередуя кабачковый блин, соус, помидоры и тертый сыр. Кладем последний блин. Его тоже сверху смазываем соусом. Посыпаем тертым сыром. Теперь сделаем украшение для торта. С помидора аккуратно срезаем часть шкурки, немного захватывая мякоть. С одного небольшого помидора получится 2 цветка мака. Выставляем украшение из помидора сверху на торт. В серединку кладем половинку черной оливки. Таким методом я сделала 7 таких импровизированных цветочков мака. Все остальное пространство между цветами заполняем петрушкой. Блюдо готово, можно подавать на стол. Кабачковый торт получился очень вкусным и красивым. Его можно и даже нужно приготовить заранее. Он прекрасно постоит ночь в холодильнике и станет только вкуснее. Такая закуска прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничном столе будет не лишней. И на горячее приготовим невероятно вкусное мясное блюдо – сочное куриное филе под овощами. Это прекрасное сочетание мяса, овощей и грибов. Куриное филе моем и разрезаем вдоль на 2 части. Также отдельно отрезаем малое филе. Всего понадобится 2 куриные грудки общим весом около 700 грамм. В миску наливаем примерно 4-5 столовых ложек растительного масла. Насыпаем 1 чайную ложку соли без горки. 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. И 2 чайных ложки приправы для курицы. У меня приправа без соли. Все перемешиваем. В этот маринад кладем подготовленные кусочки мяса. Перемешиваем, чтобы все покрылось маринадом. Оставляем мариноваться на 10-15 минут.
Пока маринуется курица, подготовим овощную начинку. 250 грамм шампиньонов режем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Помидор нарезаем сначала кружочками, а затем режем кубиками. Понадобится 2 помидора небольшого размера. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем грибы. Готовим грибы на большом огне до испарения жидкости. Периодически перемешиваем. Когда жидкости в сковороде уже не будет, наливаем еще немного растительного масла и насыпаем нарезанный лук. Все обжариваем до золотистости лука. Сюда же кладем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. В сковороду добавляем 100 мл сметаны. И насыпаем пол столовой ложки муки, чтобы сметана не расслоилась. Все перемешиваем. В самом конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. На хорошо разогретую сковороду выкладываем уже замаринованное куриное филе. Обжариваем на большом огне до полуготовности сначала с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону. Обжариваем филе для того, чтобы запечатать все соки, и оно получилось сочным. После обжарки мясо в середине должно остаться сырым. Подготовленное филе выкладываем в форму для запекания. Сверху на каждый кусочек мяса кладем грибную начинку с овощами. «100 грамм сыра трем на крупной терке. Каждое филе посыпаем тертым сыром сверху. Все ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Тарелку для подачи украшаем листьями салата. Сверху выкладываем приготовленное филе под овощной шубой. Подаем на стол горячим. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Филе посыпаем нарезанной петрушкой. Куриное филе под овощами получилось мягким, сочным и очень вкусным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Это блюдо подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно.